Доклад называется «Тестирование». Это первая часть доклада. Сегодня поговорим об основах тестирования, о концепции бережливого тестирования и посмотрим, как тестируются побочные эффекты, код с побочными эффектами. Сами доклады по мотивам участия в интенсиве тестирования фронтенда поэтому у нас во второй части будет чистый фронтенд. Мы посмотрим, как работать с React Testing Library и с веб-драйверами Puppeteer. А в первой части рассмотрим теорию и поговорим о том, как тестируются именно побочные эффекты. Первые несколько слайдов будут теоретические, может быть немножко скучно, но надо это проговорить все, наверное. Прежде всего, зачем писать тесты, зачем они нужны? Как бы без тестов живется тоже, в принципе, неплохо, и все работает вроде бы. Но на самом деле тесты, они помогают убедиться, что какое-то приложение работает как ожидается. То есть, когда мы пишем код приложения, с помощью тестов мы проверяем, что то, что мы пишем, работает. Получается, автоматические тесты – это код, который проверяет код. Тесты помогают найти ошибки какие-то в работе приложения, но здесь важно понимать, что ни одни тесты не гарантируют, что ошибок в коде нет. То есть тесты помогают их найти, но все ошибки мы все равно так не найдем. Кроме того, тесты помогают делать документацию кода. Когда разработчик пишет тесты, он, получается, автоматически документирует свой код, он лучше знает проект. Стив МакКоннелл, это автор книги «Совершенный код», это классическая работа по программированию, он говорит, что использование разных типов позволяет найти до 60% ошибок. МакКоннелл, он всегда подкрепляет свои тезисы исследованиями, и вот эти вот 60% это на основе исследований. Обычно он исследует какие-то вещи в крупных компаниях, типа Microsoft, где он работает, или там, ну, в общем, в крупных компаниях, в больших каких-то проектах. Вот, наверное, в не очень больших проектах еще больше ошибок можно найти с помощью тестов. Но здесь важно, что для того, чтобы найти эти 60% ошибок, нужно использовать разные типы тестов. О каких типах тестов идет речь, мы поговорим дальше. Следующий слайд как раз этому посвящен. Классификация тестов. Это вообще тема холиварная, тема такая не очень простая. И если взять какой-то отдельно написанный тест, на него посмотреть, то сходу сложно всегда сказать, это там юнит-тест, или это E2E-тест, или что это за тест вообще. И на самом деле четких определений каких-то их нет и не может быть. Есть шкала, получается, и по этой шкале можно уже тесты как бы определять, где там более низкоуровневые это юниты, где более высокоуровневые это там E2E или функциональные тесты и так далее. Так, ну я здесь нашел несколько подходов к классификации. В принципе, по принципу тестирования прежде всего тесты классифицируются. То есть можно руками приложение тестировать, запускать его и смотреть, работает оно, выполняет код или нет, выполняет то, что оно должно выполнять или нет. И автоматические тесты или автоматизированные. Автоматизированные тесты обычно дешевле. То есть, ну, то ли человек будет, там, разработчик или тестировщик, руками сидеть и проверять все, то ли автоматические тесты будут запускаться, например, на каждый деплой. И получается, автоматические тесты в целом, они выгоднее получаются. По уровню тестирования, это, наверное, самый распространенный принцип классификации. Это те самые юнит-тесты, функциональные тесты и E2E тесты. Здесь как раз надо говорить о шкале. То есть, когда мы тестируем какой-то отдельный компонент, отдельную функцию, это, скорее всего, идет речь о юнит-тестах. Например, мы написали там, не знаю, функцию, которая проверяет, ну, функцию сортировки, допустим. Мы проверяем ее, это юнит-тест. А если мы проверяем приложение целиком, как оно работает, например, проверяем, может ли пользователь оплатить товар, то это ближе уже к высокоуровневым тестам, к E2E получается.
Юниты в целом сами по себе, они дешевые, то есть их можно быстро писать, они не занимают много времени. Более высокоуровневые тесты, они дорогие, их долго писать, с ними больше вопросов с настройкой окружения, особенно на фронтенде получается. Вот. Но самое интересное, что юниты, они самые дешевые, их быстрее всего писать, но они меньше всего гарантий дают. То есть, как бы, ну, по большому счету, если мы увидим, что одна функция какая-то у нас работает корректно, мы не можем сделать вывод о том, что наше приложение работает корректно. И поэтому польза юнитов, она очень сильно ограничена получается. То есть, да, если там нам для уверенности надо протестировать какую-то отдельную функцию или отдельный компонент, это можно сделать, это быстро все, но гарантий никаких это не дает. Так, есть еще приемочные тесты, когда проверяется, соответствует ли приложение требованиям бизнеса, тестирование производительности, смоук-тестирование, регрессивное тестирование и так далее. То есть подходов я их даже не все выписал, подходов к классификации много. Про вот эти остальные тесты я сегодня не рассказываю. Важный очень момент есть, подходы к тестированию еще. Это тестирование методом черного ящика и прозрачного ящика. Когда черный ящик мы тестируем приложение, либо модуль, либо функцию без завязки на реализацию, прозрачный ящик это с привязкой к реализации. Рекомендуется стараться использовать всегда подход черного ящика. Это позволяет чище протестировать. То есть мы, когда мы знаем, как реализована функция, мы можем неосознанно даже в тестах что-то делать так, что у нас тест будет проходить. Поэтому надо стараться черным ящиком. Но это не всегда возможно, потому что, ну, во-первых, если мы пишем код, то мы знаем, как он реализован, и уже автоматически получается, что завязываемся на реализацию. Вот. Но стараться тестировать именно методом черного ящика надо. Кстати, React Testing Library, она именно на методе черного ящика и основана, например. Дальше есть такая пирамида Коэна, это уровни тестирования, получается. На нижнем уровне у нас идут юниты, на верхнем уровне тесты UI, получается. В целом писать надо тесты на разных уровнях системы, но чем выше уровень, тем меньше тестов надо писать, потому что верхнеуровневые тесты, высокоуровневые, они дорогие, они отнимают много трудозатрат, времени и так далее. Вот. Если я не ошибаюсь, Ken Dodds, который сделал React Testing Library, его тестирует все время, он говорит, что пишите тесты, пишите как можно больше тестов интеграционных, то есть на среднем уровне, эти сервисные интеграционные тесты, или ближе к UI даже. Вот. То есть юниты можно там пропускать обычно. Дальше, концепция бережливого тестирования. В принципе, в ней ничего сложного нет. Есть статья даже, так и называется, бережливое тестирование, или почему юниты хуже, чем вы думаете. Вот. И там идет речь в этой статье о том, что юнит-тесты, несмотря на то, что они дешевые, они, когда на них делается упор, они делают очень дорогим само тестирование, получается. Вот. Парадигма Test-Driven Development, то есть когда разработка через тестирование идет, суть ее в том, что сначала пишутся тесты, а потом пишется код. Так вот, автор этой концепции, Кент Бек, на Stack Overflow написал, что ему и всем остальным программистам платят не за тесты, а за работающий код. Поэтому его подход писать ровно столько тестов, сколько нужно, чтобы добиться желаемого уровня уверенности в том, что приложение работает. То есть здесь важный акцент на том, что приложение работает. Другими словами, бережливое тестирование – это когда мы пишем ровно столько тестов или тестов столько, сколько необходимо, чтобы протестировать реальную функциональность приложения. Не какую-то функцию, не какие-то отдельные модули, а именно само приложение. Вот, это и есть бережливое тестирование. Подробнее о нем, если захотите почитать, в конце будут дополнительные ссылки, и там статья об этом есть. Вот. Дальше у нас
часто говорят еще о покрытии кода тестами, что надо там в проекте, чтобы было 70%, 80%, 100% и так далее. Вот. На самом деле гоняться за покрытием кода тестами бесполезно, потому что стопроцентной уверенности в работоспособности проекта тесты не дают, а стопроцентное покрытие кода это очень дорого. То есть, когда мы начинаем добавлять в проект тесты, быстро довольно-таки можно добавить там, покрытие 60, 70, 80%, а остальные 20% придется очень долго покрывать, и чем ближе к 100%, тем дороже эти тесты будут. И времени, опять-таки, трудозатрат уйдет много, а уверенности в работоспособности это прибавит немного. И поэтому смысла гоняться именно за покрытием особого нет. В целом, в общем, рекомендуется стремиться написать одну проверку на основной сценарий работы и проверить как можно больше пограничных случаев. Например, если мы тестируем какой-то модуль Capitalize, функцию Capitalize, вернее, она делает первую букву в строке заглавной, мы проверяем, нам достаточно две проверки здесь написать на самом деле. Проверяем работу с функцией с любой строкой, и пограничный случай это работу с пустой строкой. Я сделал сначала вот два этих момента, потом подумал, что в параноидальном режиме можно еще проверить, что будет, если передать функцию число, если передать строку, в которой буква уже заглавная, вот, но это уже, мне кажется, как бы ответственность пользователя должна быть еще какая-то, потому что все прямо тестировать это тоже долго и дорого, и смысла не имеет. Да, ну и у каждой функции свои пограничные случаи, у каждого приложения, соответственно, тоже свои пограничные случаи, поэтому, наверное, вот эти вот пограничные случаи их тестирования, они больше всего времени и занимают, когда мы тестируем. Так, теперь двигаемся ближе к практике, наверное, уже. Как быстрее всего начать писать тесты? На самом деле у нас все для этого уже есть. В Node.js есть встроенный модуль assert, и можно с ним прямо ничего не устанавливая сразу же написать тесты. Но у этого встроенного модуля assert не очень информативный вывод, поэтому есть Power Assert пакет такой, который немножко более удобный вывод делает. Вот, и его можно установить и протестировать что-либо, например, там какую-то функцию. Вот, ну, здесь я просто иллюстрацию сделал, как мы можем с помощью модуля PowerAssert протестировать ладашевскую функцию flattenDepth. То есть у нас функция, которая делает массивы плоскими из ладаш, из библиотеки. У нас есть вложенный массив, и мы его сначала делаем плоским с помощью функции, и потом с помощью assert метода deepEqual сравниваем плоский массив и результат, полученный после применения функции. Вот. И по идее все должно быть хорошо. Этот модуль assert он нам выводит данные, что тесты проходят. Я его не показываю в примерах, потому что это совсем базовый уровень, и он на самом деле неинтересный. В продакшене его редко применяют. Так, я загляну, наверное, в вопросы. Да, ответственность пользователя. Ну, на самом деле, да, вот если тестировать все подряд, то можно тестировать всю жизнь, условно говоря. Есть какая-то ответственность пользователя, он там вводит, например, я не знаю, если мы интерфейсы какие-то тестируем, то мы ждем, что пользователь будет вводить что-то правильно. Мы не ждем, что он будет в поле текстовое пытаться загрузить картинку, там, я не знаю, что это такое. Ну, как бы есть какая-то граница ответственности между разработчиками приложений и пользователями. Так, ближе к практике. Jest – это то, с чем мы будем всегда работать, когда будем тестировать что-то, наверное, это даже не один из самых популярных, а, наверное, самый популярный в экосистеме JavaScript фреймворков для тестирования. Хоть это и фреймворк, но по сути это запускалка для тестов, то есть он никак не влияет на архитектуру тестирования, на смыслы, которые мы используем, на другие инструменты, его можно использовать с чем угодно. То есть Jest позволяет удобно организовать тесты в проекте, я потом покажу, как это все происходит. Вот. И еще одна у него очень хорошая штука есть, это матчеры.
То есть методы, которые позволяют что-то проверить по типу там to equal, to be defined и так далее. У меня даже ссылочка есть на документацию. Вот у него здесь очень много методов у этого джеста или джеста, и их все можно использовать в тестах. Получается, можно, например, там проверить, что функция была вызвана, что что-то там, что промисы резолвятся или реджектятся и так далее, что что-то труси, что-то фалси. Вот, то есть здесь можно копаться просто в документации и использовать это в тестах при необходимости. И еще важный момент, есть отдельные пакеты матчеров Jest для Testing Library DOM и React Testing Library. Это мы на следующем докладе посмотрим, уже там специфичные матчеры для тестирования именно фронтенда. Это очень удобно на самом деле. Так, и наконец-то мы переходим уже к практике. Сейчас я буду показывать код. Начну с подхода к тестированию, которое называется Property-Based Testing. Это тестирование основано на свойствах. Как раз метод черного ящика, о котором я вначале говорил. У нас не всегда есть возможность протестировать что-то с помощью данных. Вот. И иногда приходится использовать вот этот property-based подход. Например, вот если мы тестируем функцию, которая сортирует массив, мы можем использовать какие-то захардкоженные данные, типа передавать функцию там, массив 2, 3, 1 неотсортированный и проверить, что отдается нам 1, 2, 3. А property-based, этот подход работает немножко по-другому. Здесь мы проверяем, что, например, что функция возвращает массив той же длины, что она возвращает массив чисел, что она возвращает измененный или отсортированный массив, что те же элементы в массиве. То есть мы проверяем свойства объекта какого-то после того, как мы его изменили. И не проверяем конкретные данные. Вот. Есть крутая библиотека очень, которая реализует этот подход property-based testing, позволяет его использовать. Она называется FastCheck. Вот. Эта библиотека под капотом создает какие-то данные по 100 наборов на каждый тест и сама проверяет угловые какие-то edge cases, то есть какие-то пограничные случаи, условно говоря. Давайте я сразу в коде покажу, как это все происходит. Да, она работает быстро, эта библиотека, и несмотря на то, что там на каждый тест по 100 наборов данных проверяется, она не замедляет ничего. Так, сейчас, секундочку. Так, property based где-то должно быть. Ага. Так, я сразу запущу тесты, чтобы посмотреть, работает. Вот эта библиотека FastCheck так сработала, то есть у нас было 4 теста и под капотом по 100 случаев на каждый тест. И заняло это все у нас 2 секунды, то есть все происходит довольно-таки быстро. Теперь мы идем в код и смотрим, что здесь происходит. Значит, ну здесь, понятно, импортируем библиотеку, эту саму FastCheck, и вот функция сортировки, которую мы будем тестировать. Теперь здесь у нас есть, секунду, я еще покажу, как организован. Хотя нет, я, наверное, буду показывать, как Jest организован на более сложных проектах, на более сложных примерах, потому что здесь ничего еще нету, нечего посмотреть. Здесь у нас есть джестовский метод тест, мы запускаем, получается, тест. Внутри мы вызываем метод FastCheckAssert и создаем с помощью библиотеки FastCheck массив из чисел. Это первый раз. И второй раз мы проверяем массив из десятичных дробей, чисел с запятой получается. Тоже работает наша сортировка или нет. Вот, создаем этот массив, под капотом у нас создается 100 массивов, получается. Сортируем с помощью нашей функции 100 раз. То есть сортит это у нас на самом деле здесь под капотом 100 раз отсортировано. Ну, то есть 100 отсортированных массивов есть.
И 100 раз проверяем, что длина массива равна длине исходных данных. То есть это property-based тестирование. Мы не тестируем данные, а тестируем первый случай у нас. Это то, что возвращается у нас массив той же длины. Вот. В следующий раз мы тестируем то, что массив содержит те же элементы. Здесь все то же самое происходит. Здесь jest комбинируется с fastcheck. Сначала у нас идет джестовский тест, а потом assert и методы из fastcheck. И expect это опять-таки to equal, это из джеста все идет. Вот. Проверяем, массив содержит те же элементы. Третий случай у нас мы проверяем, что функция у нас идемпотентная, то есть функция у нас будет идемпотентной, прости господи, в тех случаях, когда она каждый раз при передаче одинаковых данных возвращает одинаковый результат. Мы сортируем один раз данные наши, сортируем те же самые данные второй раз, сортит 1 и сортит 2. И проверяем идемпотентность, то есть то, что сортит 1 равно сортит 2. Вот. И третий раз мы проверяем, наконец-то, что функция у нас сортирует действительно, то есть что массив отсортирован. У джеста есть matcher to be sorted, то есть здесь мы его используем. Ну и запускаем, соответственно, тесты. Давайте еще раз запустим, полюбуемся на зелененькие штуки в выводе. Это вывод jest. Вот текст, который мы здесь пишем в методе тест получается, он должен быть информативным, чтобы если какой-то из тестов упадет, мы быстро поняли какой, нашли его и разбирались уже или с кодом, или с тестами, что там сломалось. Так, я сейчас загляну в чат. Да, тестирует jest, а fastcheck генерирует данные для тестирования. И этих данных по 100 случаев на каждый тест генерируется под капотом. Вот. Эту библиотеку использовали ребята, которые вели интенсив. Они сами из Яндекса там на огромных каких-то объемах просто ее тестировали, она ничего не замедляет. То есть прогонять 100 раз для того, чтобы разные пограничные случаи проверить. Вот эта библиотека fastcheck, она в этих 100 массивах создает разные пограничные числа, например, случаи. Например, если идет речь о сортировке массива чисел, она там может создать там один случай 2, 3, 1, один случай там 100, 50 там, и так далее, а третий там какие-то огромные числа взять, 10 миллионов, я не знаю, там посмотреть, как оно работает. В общем, в саму библиотеку под капот я не лазил, не знаю, как она делает эти угловые случаи, но в документации здесь все очень удобно описано, понятно все, и можно посмотреть будет, как бы. Она же не только для чисел создает данные, там можно тестировать что угодно, строки. Ну, в общем, мощная очень штука здесь, и смысл ее в том, что она покрывает именно пограничные случаи. Поэтому по 100 раз для одного теста. Оно покажет, на каком упало вот здесь у нас, например, should be sorted, jest покажет, где упало. И здесь уже нам надо будет разбираться, почему оно упало. То есть, скорее всего, с реализацией что-то не то, с реализацией функции, и работать с ней. Так, идем дальше. Property-based тестирование. Теперь тестирование сложных данных. Переходим. Сложные данные могут быть разными. Например, в реальном мире у нас может быть задача протестировать какую-то финансовую транзакцию. Понятно, что тестировать реальные транзакции не очень удобно, потому что по разным причинам. Дальше мы поговорим почему. И мы посмотрим, как это можно сделать на примере метода из фейкера. Faker.js – это библиотека, которая создает фейковые данные. Вот, в том числе у нее есть метод транзакция финансовая. Сейчас мы пойдем в код и посмотрим, что к чему.
комплекс дата. Значит, ну, давайте запустим тесты для начала, чтобы увидеть, что все работает. Все работает. Здесь что у нас в коде происходит? Мы импортируем Faker, получается, библиотеку эту, и в тестах мы используем helper create transaction. Transaction это финансовая транзакция. Давайте я ее выведу в консоль, чтобы посмотреть, что это такое. Вот, это объект или JSON, наверное, это даже, или объект, не помню, объект, в котором есть поле amount, это количество каких-то денег, наверное, дата, название бизнеса, то есть, ну, видимо, название компании какое-то, имя поля, поле type и поле счет. Вот эти вот все штуки мы хотим проверить, как оно работает. Ну, то есть мы проверяем поле, например, поле дата. Поле дата должно быть датой. Здесь уже используется jest. В тесте мы используем matcher expect any date. Вот этот матчер, то есть jest сам проверяет, что у нас здесь дата. Не какая-нибудь там строка, не еще что-то, а именно дата. Jest это умеет делать. Что мы здесь еще проверяем? Что поле name определено, то же самое, то есть to be defined matcher мы используем, джестовский. Интересный тест, мы проверяем, что в транзакции, в объекте транзакции есть все нужные нам поля. То есть мы здесь достаем ключи из объекта сначала, а потом используем matcher to match object и в него передаем массив с названиями полей вот этих. И проверяем, что они все содержатся в транзакции, что Faker создает правильную транзакцию. И еще один тест, мы проверяем, что Faker каждый раз генерирует уникальную транзакцию. Тоже логично было бы в каком-то приложении транзакции, чтобы были уникальными. Например, что там должен быть, как минимум, уникальная дата там должна быть. Вот. Ну и это мы все проверяем, и ну, тесты у нас отрабатывают. Заново я запускать их, наверное, не буду. Так, на всякий случай загляну. Ага, окей. Нет, это, насколько я понял, данные, которые были введены, не покажет. Это речь идет о fast-check, он не показывает. Здесь уже вопрос будет в реализации именно, и надо будет работать с реализацией. Fast-check всегда корректные данные делает, то есть если речь идет о числах, например, он всегда использует числа. Если числа, ну, десятичные дроби, он всегда использует десятичные дроби. И если тест упадет, то нам придется проверять реализацию нашей функции или приложения, или что мы тестируем, потому что вопрос, значит, уже именно в реализации, а не в тестах. Вот. Так, идем дальше. Тестирование кода с побочными эффектами. Побочные эффекты, ну, да, функцию сортировки тестировать легко, потому что она не имеет побочных эффектов никаких. А вот код с побочными эффектами тестировать сложно. Я сразу же вопрос озвучу, вы пока можете в чатик написать. Вот как вы думаете, почему код с побочными эффектами сложнее тестировать? Побочные эффекты – это любое взаимодействие с внешней средой, какие-то запросы по сети, чтение, запись файлов, взаимодействие с базой данных, отправка электронных писем, код с текущей датой и так далее. Вот эти вот все побочные эффекты. Вот, если есть какие-то идеи, почему их сложно тестировать, можно озвучить. Я подожду 30 секунд и потом переключусь на следующий слайд, в котором ответ на самом деле. Так, ну окей, тогда идем дальше, чтобы успеть все. Тестом, в принципе, нельзя взаимодействовать с внешним миром. Поэтому тест с побочными эффектами тестировать сложно. То есть, если у нас есть функция, которая выполняет запрос куда-то, на какой-то сайт, например, или, не знаю, там что-то делает,
она работает. А в тестах мы не можем ей позволить ходить в сеть, потому что это противоречит всей идее тестирования. То есть, например, если в сеть будут ходить тесты, то они, соответственно, будут что-то делать во внешнем мире, что-то записывать где-то, менять базы данных, списывать деньги со счетов, если мы транзакции финансовые тестируем. И самое интересное, что это будет происходить на каждый запуск тестов. А тесты мы можем запускать миллион раз. И если мы будем миллион раз в день менять базу данных, потом надо как-то восстанавливать состояние и так далее, то это будет очень большая проблема. То есть тесты станут недетерминированными, они могут выполняться, будут выполняться очень долго, могут падать непонятно из-за чего, потому что с сетевыми запросами дело имеется. И так нельзя делать, чтобы тесты ходили в сеть, получается. И из-за этого специальные подходы используются к тестированию кода с побочными эффектами. Сейчас несколько примеров посмотрим. Значит, первый пример у нас будет тестирование кода, который читает файлы и записывает файлы, то есть взаимодействует с внешней средой. Сначала он читает файл, а потом записывает. Идем в эту функцию побочный. Да, мне надо перейти в нужную директорию. Сразу запущу тесты по традиции, чтобы проверить, что все работает. Все работает. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть функция, которая... пришло время, наверное, поговорить о jest. Вот. Вот jest, немножко два слова сказать. Сейчас я найду директорию. Вот. Директория side effects. Здесь у нас есть, у нас установлен jest, соответственно, да. Когда мы устанавливаем jest в проект, он сразу же знает, что тесты у нас будут в директории tests. Она пишется с двумя нижними подчеркиваниями в начале, с двумя нижними подчеркиваниями в конце. Внутри этой директории jest ищет файл test.js. То есть здесь может быть индекс test.js, там какие-нибудь, не знаю, utils test.js и так далее. Jest знает, что здесь находятся файлы с тестами, и он автоматически их запускает. Нам не надо ничего нигде прописывать, все это делается автоматически. Также Jest знает, что есть директория фикстуры. Фикстуры тоже она с двумя нижними подчеркиваниями пишется. Фикстуры — это какие-то тестовые данные, которые мы используем в тестах. Здесь мы будем использовать в фикстурах у нас файл package.json, в котором записана версия проекта, приложения какого-то, вот version 1.3.2, то есть семантическое версионирование тут идет. Вот. А тестировать мы будем функцию, которая меняет версию приложения. Сейчас я покажу саму функцию. Вот. Функция upversion, она читает файл, фикстуры вот эти читает, и меняет версию. Если мы передаем в нее параметр patch, то меняется, соответственно, patch, то есть вот эта вот последняя цифра, 1.3.3 становится. Если мы передаем minor, то меняется минорная версия, 1.4.0 функция записывается в файл. Ну и, соответственно, если мажор передаем, тогда меняется на 2.0.0. Вот. Функция сама тут написана на ифах, коряво, в общем, не в этом дело, дело в тестах в данном случае, поэтому функцию я закрываю. Вот наш тест. Значит, что у нас здесь? Здесь мы добавляем модуль для работы с файловой системой FS нодовский, pass то же самое, чтобы работать с путями. И импортируем саму функцию upversion, которая у нас меняет версию. Вот. Дальше мы получаем путь к фикстуре, то есть к файлу, в котором у нас записано, это к файлу package.json, и записываем его в src. То есть src это у нас уже сама фикстура. Actual это переменная с актуальными данными, она у нас будет записываться. Что здесь еще интересного? Jest у нас имеет хуки,
которые можно использовать, которые используются для того, чтобы писать какой-то код, который используется либо перед всеми тестами, либо после всех тестов, либо перед каждым или после каждого теста. В данном случае мы в хуке before all, то есть перед всеми тестами, мы читаем фикстуру. То есть читаем этот файл и запоминаем, что vectual, запоминаем, что это у нас в данном случае 1.3.2. Вот. А после каждого теста, after each hook, мы восстанавливаем состояние, то есть мы снова возвращаем исходный формат файла, то есть версию 1.3.2 назад меняем, потому что мы каждый раз записываем файл, перезаписываем, и если мы не будем возвращать к исходному варианту, то у нас тесты будут падать. Ну и тесты дальше, в принципе, они довольно-таки простые, то есть мы проверяем, что функция, например, меняет версию файла, что сам файл меняется просто. И мы читаем данные и проверяем с помощью джеста, что что фикстура наша, что она не соответствует измененному объекту, то есть что хоть как-то меняется объект. Это первый тест. Следующий тест — это уже функциональность функции самой проверяем, да, масло масляное. То есть мы проверяем, что с дефолтным аргументом у нас меняется патч-версия 1.3.3 получается. То есть мы проверяем, что измененная версия равна 1.3.3. Потом мы проверяем то же самое, только уже передаем аргумент. В функции у нас просто дефолтный аргумент patch был, и мы здесь проверили, что с дефолтным она работает, а здесь, что когда мы передаем аргумент patch. Вот. И дальше то же самое проделаем с минор и с мажор, то есть проверяем, что все работает. И еще один тест у нас есть, мы ждем, что функция у нас будет выбрасывать ошибку, если мы передаем неверный путь какой-то. То есть мы здесь передаем неверный путь в функцию, несуществующий какой-то в данном случае. И проверяем, функция должна нам выбросить ошибку с каким-то тестом, с каким-то текстом получается. Вот, так, я загляну. Да, может база данных подниматься, тоже это такое, но есть более быстрые подходы и более удобные, скажем так, чтобы базу данных не поднимать. Да. Так, идем дальше. Тестирование сетевых запросов. Мокинг. У нас сейчас речь пойдет о мокинге. Сетевые запросы, значит, мы помним, что тесты у нас не должны ходить в сеть, и поэтому мы используем в тестах моки. Мок — это имитированная реализация чего-либо, например, функции, которая выполняет сетевой запрос. Как это все работает? Мы, когда пишем тест с сетевым запросом, мы, во-первых, отрубаем соединение по сети обязательно, чтобы случайно ничего не проскочило и нигде там $1 000 000 не списало из-за тестов или базу данных не изменило. Вот. И потом мы имитируем работу функции, которая делает запрос и что-то получает. Для этого используется очень широко библиотека Nog. Я думаю, тоже кто тестировал что-то, тот пользовался этой библиотекой. Наверное, одна из самых популярных библиотек для мокинга в JavaScript получается она. Вот. Сейчас мы посмотрим, как она работает. Моя директория называется HTTP requests. Так, сразу же запускаю тесты опять, чтобы увидеть, что они работают. Тесты работают. Значит, идем в код и смотрим, что у нас здесь происходит. Сейчас я открою директорию саму, найду HTTP, вот она. Так, здесь у нас есть некая функция, которая
Мы здесь тестируем функцию get и функцию post. Get делает get запрос с помощью Axios, соответственно, на заданный URL, а post передает еще и какие-то данные. То есть тут типа имя, фамилию и возраст какого-то пользователя, допустим. И мы это хотим все протестировать. Значит, как это делается? Мы импортируем NOC, соответственно, Axios импортируем и импортируем наши функции get и post. Адаптер используем, я уже не помню, для чего нужен этот адаптер в Axios, ну да бог с ним, речь не о нем. И URL мы в тестах используем, есть такой ресурс HTTP bin, на нем можно тестировать запросы, получается. Вот, у нас есть get URL и post URL, на которые будут ходить наши фейковые функции, моки наши будут ходить. Значит, первое, что мы обязательно делаем, в хуке just for hook before all мы отрубаем соединение. Это NOC умеет делать. То есть мы пишем NOC disable net connect, и все, в сеть у нас ничего не пройдет. Враги никуда не прорвутся. Вот. Соответственно, после всех тестов after all мы восстанавливаем это соединение, ну и очищаем данные тестовые, чтобы не было ничего лишнего у нас. То есть изначально у нас перед тестами сеть закрыта, в сеть у нас ничего не ходит. Теперь как мы тестируем это все? Тот же jest у нас здесь, тестируем get. Здесь у нас уже асинхронные тесты получаются, и мы делаем тестовые данные фейковые, которые в моках использоваться будут. Допустим, у нас есть данные с каким-то сообщением success message типа hello world, то есть когда мы делаем успешный get запрос, то возвращаться нам должны вот эти вот данные success message. С помощью NOC мы имитируем запрос, вот этот mock наш получается, то есть NOC у нас берет на себя, он принимает URL, на который якобы ходит наша функция, get запрос делается и ответ, метод у него есть reply, то есть он возвращает нам 200-й код ответа и данные, наши дата. Мы их здесь определили, вот эти данные. Соответственно, чтобы результат получить, мы дожидаемся выполнения этого запроса, и у нас здесь должны быть эти данные. В тестах мы проверяем, во-первых, что запрос выполнился, scope is done, это тоже джестовский метод, то есть он возвращает true, если выполнился запрос, и false, если не выполнился. Мы проверяем с помощью джеста, что он to be true, то есть что он возвращается true у нас. И следующая проверка, что success message у нас равен data success message, то есть что здесь у нас hello world. Вот это мы получили. Точно такой же тест, только с пост запросом. Получается, мы определяем данные, вот эти фейковые, какой-то JSON, типа отправляем данные пользователя, возраст его, имя и фамилию. И с помощью NOC создаем mock. То есть здесь у нас уже пост запрос идет, то же самое возвращается у нас 200-й статус. Также мы также мы проверяем, что запрос выполнился, что он to be true, и проверяем то, что у нас JSON равен тому JSON, который мы определили здесь в данных. Вот. И когда мы работаем с сетью, еще важно протестировать ошибки, какие-то ошибочные сценарии. В данном случае мы опять-таки используем mock, он умеет возвращать ответ с ошибкой, reply with error. Здесь у нас строка типа 400-й код ответа получается, и мы ожидаем, что у нас ошибочный запрос возвращается с 400-м статусом. Вот. И в пост мы тестируем, допустим, 500-й статус. То же самое. Это NOC сам делает, у него вот этот метод есть reply with error. У него вообще очень много методов, документация его очень большая, там можно найти все, что нужно на любые случаи жизни. Так,
А есть какие-то критерии, которые помогают понять, насколько хорошо проект протестирован. Да, мы сейчас, наверное, к этому чуть-чуть попозже вернемся. Остается 10 минут, а я еще хочу две штуки показать интересные. Так. Да, покажу пример тестирования CLI Utility загрузчик страниц. Это я такую штуку делал. Сейчас я ее найду. Ну, вот она. Здесь у нас есть утилита CLI. Она сделана с помощью Commander.js, получается. Она, когда передаешь ей какой-нибудь URL, она идет на сайт, скачивает данные и скачивает все файлы со страницы соответствующие. То есть там изображения, файлы CSS, файлы JS и так далее. Сейчас я покажу, как это работает на примере нашего сайта. Такая хитрая штука. Так. PageLoader. И URL ей передаем. Вот. И она скачивает, ну, во-первых, она скачивает HTML, форматирует его, HTML файл имеется в виду, или что это, в общем, данные скачивает. Ну да, данные скачивает все. А во-вторых, она создает директорию с ресурсами сайта, на который, URL которого мы передали. И здесь у нас есть вот типа шрифты, получается, там SVG-шки какие-то и так далее. То есть все, что есть на странице, она все скачивает. Вот. Смысл в том, что утилита это она, во-первых, ходит в сеть, выполняет сетевые запросы, а во-вторых, она записывает файлы. И ее мы здесь тестируем. Значит, сам код утилиты, он в принципе небольшой, здесь много асинхронщины всякой, и если будет интересно, я сброшу просто ссылку на репозиторий, можно будет посмотреть, как она работает. Вот. И вот тесты этой утилиты. Здесь что используется? Тот же Node используется, получается, FS, PASS, то есть модули Node.js. Опять-таки мы импортируем утилиту в тесты, получается, саму. Да, здесь можно увидеть, как это организовано, получается более или менее большой проект. И здесь есть у нас вот эта директория тест с тестами и директория фикстуры с фикстурами. В директории фикстуры, соответственно, под директорией могут быть какие-то, куда мы кладем файлы, которые нужны нам для работы тестов, получается. Так, тесты. В тестах мы используем временную директорию, потому что нам не нужно, чтобы на каждый тест создавалась где-то у нас в проекте директория и оставалась потом. Поэтому это все во временной директории у нас будет. Вот. Мы пишем ассеты, то есть файлы, которые мы будем скачивать, они у нас хранятся в фикстурах. То есть в реальности тест не идет на сайт и ничего нигде не скачивает. У нас файлы уже есть, подготовленные файлы какие-то, с помощью которых мы будем проверять, что утилита работает так, как надо. Вот. Опять-таки в хуке before all мы отрубаем сетевое соединение, то есть у нас ничего в сеть не ходит, пока тесты выполняются. И читаем данные перед всеми тестами, получается. После всех тестов мы включаем назад сетевое соединение. Перед каждым тестом мы создаем временную директорию с каким-то рандомным именем. Вот. И в этой временной директории будут храниться тестовые данные у нас. То есть мы будем проверять с помощью нее, что файлы скачались. Ну и, соответственно, записываем эти все ассеты тоже перед каждым тестом у нас. После каждого теста мы очищаем данные. Вот. Ну и дальше тесты. Я смотрю, по времени мы уже не очень успеваем, но смысл в том, что здесь проверяется, что, во-первых, что каждый ассет у нас скачивается, то есть там, допустим, HTML файлы, JS файлы, изображения какие-то и CSS файлы, получается. Во-вторых, тесты здесь делятся на две категории в Describe. Describe это тоже метод Jest. Мы, во-первых, делим на позитивный сценарий, то есть проверяем, что все работает как надо.
А второй блок тестов — это негативные сценарии. Мы проверяем какие-то ошибочные варианты. То есть проверяем, что происходит, что происходит то, что ожидается, когда мы получаем 404 или 503 ошибку, например. Здесь у нас должны выбрасываться ошибки. И проверяем, что происходит, вернее, что утилита ведет себя так, как мы ожидаем, если у нас запрещен доступ к какой-то директории, к ресурсу, если мы там не можем откуда-то считать данные или куда-то их записать, если некорректный путь какой-то передается и так далее. Вот. Проект этот тоже у меня ссылка есть на репозитории, я сброшу, он у меня на GitHub лежит, можно будет посмотреть подробнее эти тесты просто. Вот. И, наверное, важный момент, который еще надо успеть рассмотреть за 5 минут, это GitHub Actions. То есть CI/CD, CI в данном случае, Continuous Integration, это автоматизированная сборка, деплой и тестирование проекта. В данном случае нас тестирование интересует. Значит, GitHub Actions для этого используется в этом проекте. Я вот могу показать, как этот репозиторий сам выглядит. Здесь есть бэджи, получается, Node.js CI и CodeCaf — это сервис, который проверяет покрытие кодами, покрытие тестами проекта. Вот, это все настраивается в GitHub Actions, настраивается в интерфейсе GitHub, в принципе, либо GitHub Катков, который сервис, который проверяет покрытие тестов, это в его интерфейсе настраивается. То есть там автоматически все делается, и руками писать ничего не приходится. У нас есть файлы YAML, получается, в которых все вот эти вот штуки уже прописаны. И в данном случае прописано, что на каждый деплой у нас запускается тест, npm-тест. Вот. Настройки этой штуки всегда можно посмотреть. Оно настраивается вот здесь, когда мы какой-то новый workflow добавляем, мы здесь можем выбирать, например, Node.js, настроить этот workflow, и здесь нам показано, что это будет. Запускаться сборкой, запускаться тестирование. То есть здесь никакого rocket science нету, и все в интерфейсе GitHub это все настраивается. Покрытие кода, покрытие проекта тестами, наверное, я покажу даже на примере CodeBattle репозитория. Вот. У них здесь тоже есть покрытие с помощью CodeCaf определяется, и это все автоматически делается. Там в CodeBattle стремятся к 70% покрытию. Но опять-таки это как культ карго, наверное, какой-то 70% или 60% это будет, это непонятно. Достаточно это много, мало, или 80% надо. То есть это как-то проект сами разработчики для себя определяют, к какому покрытию стремиться, и стремятся к нему. Вот. Главное, чтобы реальная функциональность была проверена. Что здесь еще интересного в CodeBattle есть? У них на каждый pull request с помощью GitHooks настроено, когда делается pull request, то CodeCaf проверяет, насколько уменьшается или увеличивается покрытие. Например, если человек делает pull request и пишет тесты дополнительные, тогда CodeCaf показывает, что тесты увеличивают покрытие на 0,05%. А если покрытие падает, раньше здесь стояла блокировка, то есть тогда не проходила сборка и выводилось сообщение, что напишите еще тесты дополнительно, прежде чем можно будет смержить ваш pull request. Вот, потом это, по-моему, отрубили, но смысл в том, что это тоже можно настроить, очень интересно. Вот. По докладу у меня все. Дополнительные ссылки я, наверное, еще в чатик скину, чтобы можно было посмотреть. Здесь ссылка на сам интенсив по тестированию. Если кто-то захочет погрузиться глубже, можно этот интенсив пройти. Там 2 месяца это все происходит. На самом деле еще больше, потому что там жесть по объемам каких-то задач. Это все очень много. У меня пар из ушей просто шел, когда я это все писал. И вебинар один тоже про тестирование интересный, и статья про бережливое тестирование здесь будет. Вот, сейчас я загляну, может здесь у нас что-то из вопросов есть.
Файл этот генерируется из интерфейса, но его можно руками изменить. Если мы что-то меняем, там можно в интерфейсе прямо поменять, когда настраиваем его, либо позже потом прийти в проекте, вот он у нас здесь есть, и здесь что-то поменять. Например, если мы не хотим на каждый деплой запускать тесты, мы можем просто удалить вот это run npm тест. Да, или там, если нам не нужно покрытие, это мы можем удалить этот файл просто здесь и все. То есть это все настраивается довольно-таки легко, и как бы сервисы, которые это все проверяют, они сами это все делают.